Друзья, всем привет! Ну, наконец-то я выбрался в лес. На 4 месяца я приехал жить сюда. С собой высоко взял всякого шмурдюка. В принципе, не особо много, еще вниз немножко оттащил. Попал в небольшую передрягу, весь в песке. Выталкивал машину. Лада Ларгус что-то не совсем себя хорошо показала. Жара на улице плюс 40. Песок раскаленный, на него просто нельзя ступить. Продукты взяли с собой сейчас на месяц. Но планируем тут жить 4 месяца, как я сказал, на месяц. И нам просто будут сюда подвозить. Без всякой цивилизации, без всякого города. Просто мы и природа. Какая тишина, да? Вообще классно, да? Ладно, давайте сейчас идем все раскладывать, наш лагерь. Все покажу, расскажу. Поэтому приятного просмотра. Ну что, установил столик. Такой вот органайзер. Специально сюда вот ложки можно. За 7000 его, короче, покупал в Спортмастере. В принципе, честно, стол стоит своих денег. Хороший, крепкий. То есть так не шатается, как из Декатлона. Вот только, конечно, качество ткани сидушек не особо хорошее. Вот, прожглось. На других, которые я покупал, такого не было. То есть уголек попал и ничего. Было, в принципе, нормально. Палатку тоже установил. Сейчас надо туда пенки засунуть и расстелить все. И будет во. Во. Спальнички постелил. С одной стороны синие, с другие черные. Но извиняюсь, то, что все поцарапано, это мой кот так сделал. Короче, произошел такой случай. Нас сюда привез человек. Мы же сперва его, когда он нас сюда довозил, мы его сперва толкали. Все нормально, вроде доехали. Вещей было много, вы сами видели. Разгрузились, и он поехал обратно. И он опять встал в том же месте. Сейчас опять ходил. Я весь мокрый. Думаю, вам все прекрасно видно. Весь мокрый, в песке. Опять выталкивали, но он в итоге застрял. Застрял по самой небалу, вообще в другом месте, в котором он не должен был оказаться. Вот, поэтому сейчас будем искать номер нашего друга лесника, и думаю, он должен помочь. Весь этот экстрим я не брал с собой камеру, чтобы снимать, не хочу. Этот еще негатив как бы у людей есть, когда вот, ну, попросили довести, там, ладно, все довез, а сейчас будет по-любому там что-нибудь у себя на уме, вот, черти, еще что-нибудь. Вот. Надо будет скупнуться обязательно, а то я весь грязный. Столик вообще идеально, все чистенько, гладенько. Будем еще делать с вами беседку и мост. Ой, там стоит как раз-таки мой прошлогодний плот, я его тоже вам покажу. И мостик. Но мостик, он коротенький, я его хочу снести и построить новый, длинный, хороший. Взял с собой пилу, гвозди, топоры, все дела просто. Вот все по фэншую. Все вообще классно. Поэтому кепка черная. Ну ничего, главное на природе. Буду 4 месяца жить в лесу. Не каждый так может, да? Вот. И дай бог, сегодня мы еще пожарим шашлычка, чайка попьем, у костерка посидим. Все, я тут расчищу от мусора. И с утра мы с вами пойдем на рыбалку на хищника. Тут сейчас щуки немерено, тут все заросло. И окунь, естественно, тут есть. Вот, ну, я вам показывал в том видео, когда на канале Москвы был. Вот такие тут окуни. Максимально, что вот я ловил. Поэтому взял еще вертушку одну сегодня купил по дороге как раз сюда. Поэтому что-нибудь по-любому, думаю, поймаю. Вот, потому что охота покушать рыбки. Поэтому как-то так. Идем делать дела. Сейчас теперь надо опарышей закопать в землю. Там попрохладней. Они так сохраняются достаточно долго. Эффект холодильник тут имеется в земле. Я взял 6 пачек.
на месяц, в принципе, думаю, хватит. Тут же еще червяков всяких полно. Сейчас буду разводить костер, чтобы чем приготовить покушать, такое легенькое. И чтобы оводы ушли. Они же боятся костра вообще. Как разводишь костер, так сразу убегают. А тут их полно. Больше, чем комаров, блин. Я еще искупался от грязи. Топор надо убрать. Костерок горит. Я аж одел этот, как называется, костюмчик. И вообще сейчас все идеально. Обводев нету. Всякой такой шелухи лесной нету, по крайней мере. Нормально. Жар прям тут дает такой хорошенький. Весь провиант. Все такое, что может намокнуть под столик. Органайзер идет в комплекте. Говорил, не знаю. Ну, в принципе, вещь так-то стоящая, реально. Сюда хоть что можешь класть. У меня там чай. Все такое. Вот, зажигалка, конечно, будет тут. Надо сейчас еще сюда что-то доложить. Вот, вообще теперь кайф. Теперь можно ложиться и отдыхать. А? Это чья подушка? Это твоя подушка. А, да, это моя подушка. Вот, нас как раз трое. Вообще кайф. В палатке будет. Так, тут отвалилась одна штукенция. Все. Можно теперь тут спать и наслаждаться жизнью. Тут вот досочка тоже немножко. Ну, это еще, это реально немножко, потому что там еще есть пакеты. Вот этот стол, извините за бардак, сейчас тут все равно буду разбирать. И здесь будет, короче, беседка. Стол большой делали тоже сами. И прочный какой. И хороший. Все. Вот тут вот все крупы. Так вот, какую я купил блесенку. Мэпс троечка в салатовой расцветке с крапинками красными. За 80 рублей. Как заявил человек, это оригинал. Но в нашем регионе тут вообще все дешевле. В Москве стоит 100 рублей опарыш, а тут 30 рублей. Вот. Ну, разловим все. Все, что покупал. Все покажу, все расскажу. Может быть, даже сегодня будем рыбачить. Вообще классно, да? Раз. Бутылку воду вылил. И оставляем тоже здесь сухой мусор. И оставляем это все под баклажки, под поставушки на хищника. Парам-парам-парам-парам-парам-парам. Сосиски, даварушка, потекли, родненькие. Давайте их лучше здесь так вот сделаем. Ох. Ой, да кайф какой, вообще класс. О, с сырком какие. Класс, да? Ну что, сейчас я, короче, думаю, надо покушать сосисоны и пойду, наверное, немножко на рыбалку. Ролик такой получается весь какой-то сбитый, кадры ненасыщенные такие, как-то, ну, тяп-ляп из-за того, что я 2 года не был в этом месте. У нас семейная традиция жить от 3 и больше месяцев в лесу, не вылазя вообще из него ни в какой город. Просто, ну, реально, тут сейчас я просто отдыхаю душой и... Такой получается. Ну, сейчас день-два, и начнется уже все, конечно, более серьезнее, более прикольней. Хочу устроить какие-нибудь походы. Тут есть река еще недалеко и другое озеро. Вот это озеро охота вам показать. Ну, у меня там есть видео, я тут линей ловил с окунями. Вот. Ну, поэтому кушаем и, наверное, на рыбалку.
Вон, раз. Вообще классно. Дров надо на ночь еще запилиться, чтобы были дрова. Потому что тут дикие звери, кабаны, волки, рыси, всякие косули, олени, лоси. Но насчет медведей непонятная фигня. Тут в 100 километрах от нас находится лес, который обитает этими медведями. Поэтому все равно надо быть аккуратней. Так, сейчас налегке сгоняю немножко на разведку. Может быть, что-нибудь поймаю. Ну, а если нет, поставлю туда обычный, типа как вертушку, ну, с платком. Либо джиг попробуем. Весла неудобно, это вот, видите, они так вот соприкасаются. Надо будет сделать. Блин, сход был. Да, сход был. Ай, клюнула рыбка. Сейчас подошли. Не хочет что-то брать на отводной. Сейчас поставлю какой-нибудь, может, воблерок, вертушечку. Попробую, может, что-нибудь клюнет. Ладно, сейчас покушаем шашлычок и, наверное, буду ложиться спать. Так что погнали. Музыка там пугает. Друзья, всем доброе утро. Время 3 утра. Как обещал, собираюсь сейчас на рыбалку со спиннингом. Попробую легенько тут обкидать места. И если что, поплыву туда подальше. Поэтому, думаю, должен что-нибудь с утра-то поймать хотя бы. А то вчера как-то вечером не особо было. Но щучка прыгает. Сам еще взял поплавочек. Если что, еще на него будем рыбачить, если ничего не поймаю. У меня, короче, такое ощущение, что хищник неактивный. Потому что вчера щука ела, а сегодня уже нет. Попробуем ее вымыть, конечно. Оба-на! Ох, первый окунь. Хорошенький такой, кстати. Я походу нашел стайку вот тут окуней. Под своим берегом снимает. Да. Такой вот хороший окушочек. Давайте сейчас резину все уберем. Воды наберем. И сюда положим. Я, блин, на крышке сижу. Вот. Сейчас еще раз туда закинем. А тут что-то плыть.
чайку надо, что ли, попить. Ну, короче, какой итог-то? Одного окуня поймал, грамм на 100, 150. Перепробовал практически всю резину. Больше пока что не поклевывал. Но я еще пройдусь по этому берегу, пока что есть тенек. И в свою сторону поплыву. Как раз вот мост надо вам будет показать, так и не показал. А пока чаечку немножко хлебануть тепленького. Тихо. Тихо. Да дай ты, что ли. Такой кусочек. Ну, тихо. Не дается прям. Вот. Такой вот окунь. Очень красивый. Но пришла пора его отпускать. Так что давай, шуруй, братан. Все. Ну что, заезжаем. Божечки. Вот этот как раз. Это плот, а под ним мост. Да, конечно, свечки Г. Полная. Не такие, какие я хотел. Тихо. Да здравствует язва желудка. Вот это да. Доширачик на природе. Кайф. Вилки еще такие многоразовые. Короче, пачку взял с собой. Чтоб тема была лютая. Все, всем приятного аппетита и доброго утра. Как и обещал, хотел вам показать несколько прикольдух. Ну, первое, конечно, это лодка. Дельта обычная, двухместная, резиновая, в принципе. Ну, что о ней говорить, думаю, не нужно. Первое, это такой вот фонарик на солнечной батарейке. То есть даже сейчас он заряжается и горит красненьким. Вот, есть один вход USB, чтобы его заряжать, и вход для... То есть он еще как пауэрбанк работает. В принципе, свет хороший. Есть желтый, белый. И они еще вот так вот включаются. Фонарик очень легкий, скажу честно. Прям, ну, грамм, может быть, 100 весит, не больше.
из АБС пластика, как заявил продавец, или как-то так. Но, что мне не понравилось, в комплекте не пришла это USB зарядка. Хотя было написано то, что придет. Ну, значит, не нужно, не судьба, да? Заряжает на солнечной батарейке, как сказал. Она не проминается, как на многих всяких фонариках. Вот. Такой вот фонарик. В золотистой расцветке. Компактный достаточно. Так, и еще одну штучку хотел показать. Это Powerbank на 70 тысяч ампер, но его показывать потом покажу, потому что сейчас он работает. Да, он работает, у него сейчас смена открытая. Так что ему солнышко заплатит, а мы пользуемся. Вот, он весит килограмм, такой блок большой на 70 тысяч ампер. Тоже солнечная батарея. Даже сейчас он просто стоит, нас заряжает и сам заряжается. И еще у него есть фонарик. Вот. Но это я вам потом расскажу. А фонарик я заказывал на Валбересе. Ссылку оставлять не буду, потому что это не реклама, это просто показать примерно, вот что я заказал. И можете тоже увидеть там, я не знаю, солнечный фонарик, либо там фонарик на солнечной батарейке для кемпинга. И вообще я не пожалел то, что его заказал. Есть красный и золотистый расцветка. Золотистый больше понравилось. Решили мы, короче, построить сейчас беседку. Одели перчатки, с собой взяли пилу. Потом покажу примерную конструкцию, как это все будет выглядеть. Потому что сейчас жара будет, и на открытой местности находиться на солнце вообще будет и не в кайф, и плохо будет от жары. Вот. Лес. Когда-то мне тут было лет 9. То есть мы там, а вот тут просто кабаны идут и клыками роют все. Просто тут их столько было. Штук 20 где-то. Во! А может такую, Саш? Нет. Такая не пойдет. Лес весь сухой. Ладно. Сейчас ищем и срубаем. Сколько там глубина? 60. Прям 60, да? Да. Так. Да, тут мы делаем 2,20. Держись, что? Нет, 2,50. Ну, 2,5. А да. там мы 2,20 делаем? Там мы делаем 2,20, чтобы наклон, короче, был. Чтобы вода стекала. В случае дождя хорошего. Накладываем так перекладины, одна сюда, одна туда, короче, делаем квадрат. И после вы все увидите, я сейчас в готовом виде прям.
Ну что, такой получился у нас домик. Как летница, такая беседка. Вообще классно. Стол обшили. Убрались так немножко, подразобрали, но там еще шмотки, там надо их тоже разобрать. Вот такой он получился по размерам. Очень большой. Вот просто сейчас сравните. Я 1,78 м. Такой большой я даже не достаю. Чистенько, удобненько, прикольненько, поэтому сейчас пойду за водой. Надо чем-нибудь приготовить. Ну что, надо приготовить салатик летний. И так вот, тот самый пауэрбанк на солнечной батарее, который я обещал показать, 35 ватт, две панельки солнечные, металлический корпус, это все видно, слышно, хороший, килограмм весит, еще замшевая ручка такая. Прикольно, он даже сейчас заряжается, хотя тут солнца особо нет. И воду с лавандой сделали, потому что комары достали, а оводы прям липнут и липнут. Ладно, надо все помыть для начала. Это в планах сделать еще сегодня немножко берег, расчистить перед тем, как строить мост. И сделать доски дубовые, разделочные, их покрыть лаком специальным. Да, бери. Сделать их, чтобы готовить. Одну для мяса, для рыбы, может быть, несколько штук все равно есть возможность сделать. Чтобы на целую зиму хватило. Фу. Так. Пожалуйста, дайте совет, как от оводьев очень быстро и легко избавиться. Может, какое-нибудь средство есть? То они замотали. Да, нормально. А это у нас сосиски. Надо пережарить, чтобы Да? подольше сохранились. А что за сосиски? Разные. Хорошо. У нас будут еще и сосиски жареные. Вообще классно. Немножко у костра посижу. Жарко, конечно. Но... Вот так. Ой, там что-то посыпалось немножко. Ненормально. И прям здесь его и оставлю. Под ним опарыши в земле закопаны. Здесь вот буду сидеть. Вообще четко. Как бы не давали выключать, ну ладно, не суть. Будут спрашивать, скажешь. Такое сырочек, 3 вида соуса на манежнице, салатик и вот такие сосисоны. О, Мирон Усач прилетел на еду. Ну что, поспал я часика 2-3, плюс-минус. Меня просто на солнце пекло. Просто. Ой. На тебе. Я его поймал, друзья. Самого большого поймал. Сейчас, наверное, надо покушать что-нибудь. И, не знаю, наверное, спать опять ложиться. Отдыхать, потому что новые ролики сейчас снимать завтра буду. Эту часть сейчас буду уже закругляться вечерком. Завтра буду новое снимать. Мост. Буду показывать, как мост строю. Да и порыбачить пока что хищник, видите, он не активен. А сами видели, его вытаскиваешь, он как мертвый этот окунь, то есть даже не шевелится путем.
Только потом, когда его в ведро положил, он уже там расшевелился. Пассивная сейчас рыба. Ничего, я момент этот выжидаю, чтобы попасть на активного хищника. И тогда рыбалка будет зачетная. Поэтому так. Саш, тут вообще столько травы. Да? Тут не просто камыша. А мы это расчищать, Саш, будем или как? А? Что? Расчищать это будем или как? Когда? Ну, когда будем мост строить? Ты завтра с утра пойдешь и расчистишь. Ага, сейчас, конечно. Первая рыбешка. Такая красноперка. Шуруй. Глубину другую установил. Как-то лучше, что ли. Короче, у нее глубина, представляете, 3 метра стоит. Рыба вся на 3 метрах. А ну-ка, Саш, дай экстрактор, пожалуйста. Не надо. Подлещика поймал. Вообще первый раз в жизни подлещик на поплавок. Такой. Там все видно прекрасно. Отпустим. Большая. Ну да, я сейчас хочу прям еще подлещика половить. Ну что, думаю, меня видно, потому что время уже вечер, 10 часов где-то примерно. А поймал я одного подлещика, там что-то красноперок, ну такая получилась. Не особо рыбалка, да и в принципе рыбачить так-то и неохота, завтра дел тоже много. Поэтому, что, благодарю всех за просмотр, вы знаете, что надо делать. Поэтому, что могу еще сказать? Комары кусают, вообще все ноги просто. Буду тут еще вот эти все 4 месяца, что-то надо будет строить, делать. И надо обязательно сходить на Донки, порыбачить. Мы нашли место, там вещи стоят. Поэтому всем удачи.